Всем привет! С вами Катерина. Добро пожаловать на канал Атмосфера уюта. В этом видео я покажу, как сделать вот такой ловец снов своими руками. Список необходимых материалов и инструментов для его изготовления я оставлю в описании. Для обмотки кольца я буду использовать пряжу Ярнард. Эта пряжа очень красивая, блестящая, но нить у нее очень скользкая. Моток рассыпается сразу, как только освобождаем его от упаковки. И для того, чтобы упростить процесс обмотки, я воспользуюсь картоном. Беру небольшой кусочек и наматываю несколько метров пряжи. Фиксирую прищепкой. Перед тем, как начать обматывать кольцо, посмотрите, в какую вам сторону будет удобнее обматывать его: от себя или на себя. Поэкспериментируйте и только потом приклеивайте начало. Наношу немного клея на кольцо и начинаю обмотку. Наматывайте нить на кольцо очень аккуратно, чтобы обороты плотно прилегали друг к другу, чтобы между ними не было зазора. Процесс этот очень кропотливый, долгий, так что можете включить какой-нибудь интересный фильм и под него обмотать полностью кольцо. Мне немного не хватило нитки, которую я отмотала на картонку, поэтому я зафиксирую ее кончик с помощью клея, приклеиваю к основе, убеждаюсь, что кончик нитки плотно зафиксирован, и теперь отрезаю от основного мотка еще примерно метр, чтобы мне хватило обмотать кольцо полностью. Также с помощью клея фиксирую второй конец нитки. После того, как клей полностью высохнет, отрезаю кончик. Переходим к самому интересному. Начнем делать плетение. Для того, чтобы все секторы паутинки были одинаковыми, я воспользуюсь шаблоном. Ссылку на него я оставлю в описании. Делаем незаметные метки. Я пользуюсь водорастворимым маркером. Можно также карандашиком аккуратно сделать. Для плетения паутинки я буду использовать белые вязальные хлопчатобумажные нитки. Хлопок 100%, 75 грамм в мотке. Отматываю примерно 2 метра. Лучше всего всегда нить отматывать с запасом. Пусть лучше останется, чем не хватит. На месте любой метки делаю узелок, фиксирую клеем. И для прочности завяжу нить еще раз. Чтобы нитку легко было вставить в тонкую иглу, второй конец нитки я смазываю клеем, чтобы он стал жестким. Выдеваю нить в иглу и начинаю плетение. Держим нить перед собой над кольцом. Проводим иглу под кольцом согласно схеме. Вытягиваем нить и затягиваем первый узелок в области следующей метки. Первый ряд паутинки сильно затягивать не нужно, пусть нить будет немного расслаблена. Первый сектор готов. Далее нанизываем на нитку 6 бусинок. Я использую маленькие бусинки диаметром 2 мм. Пододвигаю все бусинки к краю и делаю следующий узелок. Также аккуратно подтягиваю его на область метки. Далее делаем 2 сектора без бусинок. Проверяю, что все секторы у меня немного ослаблены. Следующий сектор опять делаю с бусинками. Нанизываю 6 штук. Продолжаем плести первый ряд по такой же схеме. 2 сектора пустых, третий с бусинками. Пока я плела первый ряд, клей уже высох. Отрежу кончик нитки в начале, чтобы он не мешался.
Завершаю первый ряд, делаю узелок рядом с первым. Переходим на второй ряд. Узелки делаем по такому же принципу, по которому мы делали первый ряд, только теперь нить обводим не вокруг кольца, а вокруг ниток первого ряда. Фиксирую начало первого сектора. В следующем секторе делаю узелок перед бусинками. Далее нанизываем на иглу 5 бусинок. Закрепляем сектор. И далее делаем 2 сектора без бусинок. Второй сектор также закрепляем перед бусинками. И опять нанизываем 5 бусинок. По такому принципу полностью делаем второй ряд. 2 сектора без бусинок, 1 с бусинками. Заканчиваем второй ряд. Вводим иглу в его начало. Переходим на третий ряд, закрепляем узелок посередине сектора. Далее делаем узелок перед бусинками. И в третьем ряду нанизываем 4 бусинки. Далее, как и в предыдущих рядах, делаем 2 сектора без бусинок. Второй сектор также закрепляем перед бусинками. Далее опять нанизываем 4 бусинки и по такому принципу делаем весь третий ряд. 2 сектора пустых, без бусинок, третий с бусинками. Завершаем третий ряд, переходим на четвертый. Делаем узелок в середине сектора. Закрепляем первый сектор перед бусинками. И в четвертом ряду нанизываем на иглу 3 бусинки. Продолжаем плести по такому же принципу, как и предыдущие ряды. Только в каждом ряду количество бусинок будет уменьшаться. В некоторых рядах можно повторять количество бусинок, делать их одинаковыми. Например, в четвертом и следующем в пятом ряду я сделаю также 3 бусинки в секторе. И шестой, седьмой повторю по 2 бусинки, восьмой, девятый по 1 бусинке. На размер моего кольца 16 сантиметров мне хватило 9 рядов. 10 рядом я немного затяну отверстие. Уже не делаю узелки, я просто обвожу каждый сектор ниткой. Сразу немного подтягивая. Тяните не слишком сильно, чтобы не порвать нить.
После того, как отверстие затянуто, нужно закрепить нить. Делаю обычный узелок, подтягиваю, для надежности рядышком делаю второй такой же и фиксирую клеем. Из такой же нитки, которой мы обматывали само кольцо, сделаем подвеску. Так как нитка очень скользкая, я зафиксирую узелок клеем. Для жесткости кончики нитки также смажу клеем. Таким же образом с помощью клея прикрепляем нитки для перьев. Далее нанизываем 2 бусинки диаметром 5 мм на подвеску. Если краска на бусинках закрыла отверстие, можно убрать с помощью иголки. Готово. Делаем узелок. И начинаем прикреплять перья. Придаем жесткость всем кончикам ниток с помощью клея. И начинаем прикреплять перья. Сначала нанизываем бусинки. Берем перышко и его кончик смазываем клеем. Много клея не нужно, потому что бусинки небольшие, чтобы излишки сильно не выступали. Аккуратно вставляем перышко в бусинку. Берем следующее перо. Если кончик у пера слишком широкий, заостряем его с помощью ножниц. Добавляем капельку клея. Аккуратно вставляем в бусинку. Далее определяем место крепления следующих перьев. Пододвигаем бусинки в нужное место. И таким образом прикрепляем нужное количество перьев. Чем больше перьев, тем пышнее будет ваш ловец снов.